Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин. И сегодня мы приготовим стейки из баклажанов в хрустящей панировке. Этот рецепт набрал 11 миллионов просмотров и тысячи разных комментариев. И в сезон баклажанов приготовлю и расскажу все тонкости. А в конце вместе с вами попробуем эти оригинальные стейки. Приготовим в двух разных панировках: сырной, которую я специально для них купила, и сухарях. Я начинаю, а вы не забудьте подписаться и поставить лайк. Итак, начнем приготовление. Нам понадобится 3 баклажана. С баклажан удаляем вот эту зеленую часть, которая заходит на синюю, а ножку оставляем вот таким вот образом. И очищаем полностью от кожуры. Кожуру можете оставить, но именно когда без кожуры стейки будут максимально нежными. Когда удалили всю оболочку, нарезаем слайсами, примерно на 3-4 части. Вот такими вот в 1 сантиметр примерно толщиной. И остальные точно так же. Дальше нарезаем вертикально, не дорезая, где хвостик до конца, примерно 1,5 сантиметра. И делаем несколько вот таких вот разрезов. Итак, все абсолютно стейки. Благодаря таким надрезам стейк максимально быстро прожарится внутри и не будет сырым. Опускаем стейки в кипящую воду. Добавляем пол-столовой ложки соли и провариваем после закипания 2 минуты. Так, все, прошло 2 минуты. Баклажаны выключаем, снимаем с огня. Они немножечко проварились. Оп. И достаем стейки, выкладываем их на бумажное полотенце, чтобы истекла лишняя жидкость и они остыли. Перекладывайте аккуратно, чтобы не нарушить мягкую структуру. Баклажаны, видите, стали уже мягкими. Пока остывают баклажаны, займемся кляром. Нам понадобится 3 яйца. Яйца вбиваем в миску. Добавляем десертную ложку французской горчицы, либо обычной. И столовую ложку сметаны, любой жирности. У меня 2 десертных получится. Добавляем пол чайной ложки соли и пол чайной ложки молотого черного перца. И все тщательно перемешиваем вилочкой. Этот кляр готов. Для следующей панировки в миску добавляем 2 столовых ложки муки и 2 столовых ложки панировочных сухарей. Немного солим, где-то 1/3 чайной ложки соли. Чайная ложка копченой паприки и чайная ложка сушеного чеснока. И все смешиваем. Получается вот такая вот сухая панировка. И для второй сухой панировки используем вот такую вот хрустка сырная панировка. Это обычная мука, только с ароматом сыра. Зато будет очень выглядеть красиво и хрустеть. Попробуем. Разогреваем сковороду и наливаем растительного масла. Примерно 50 мл. Так, чтобы стейки бурлили в масле. Так, сковорода разогрелась. Берем один стейк, он уже остыл. Сначала в яйцо. Так удобно, мы специально не дорезали вот эту вот ножку. И в панировку. И кладем на раскаленную сковороду с маслом.
Можно после панировки окунуть снова в яйцо и еще раз в панировку. Тогда кляр будет более плотным, а стейки еще красивее. Обжариваем на огне чуть выше среднего, без крышки, примерно по 2 минуты до румяной красивой корочки. У меня прошло 2 минутки, и в принципе у меня уже стейки зарумянились. И также готовим 2 минуты с другой стороны. Нужно просто обжарить кляр до хрустящей готовности. После баланшировки баклажаны уже почти готовы. Еще плюс экспресс-обжарка, и стейки внутри будут максимально мягкие и нежные. Все, с другой стороны тоже уже прожарились. Достаем и сразу выкладываем на бумажные полотенца. Все растительное масло должно впитаться. Следующие стейки пожарим уже в сырном кляре. В яйцо и в кляр. Так, второй сделаем в яйцо, в панировку. Потом снова в яйцо. И можно уже в сырную панировку. В сырной панировке обжариваем точно так же до румяной корочки. Для соуса выдавливаем 2 крупных зубчика чеснока, 2 столовых ложки сметаны и 2 столовых ложки домашнего майонеза. Если есть, еще можно добавить укропчик, либо петрушку. У меня зелени не нашлось. Все тщательно перемешиваем, и соус готов. Красивые и аппетитные летние овощные стейки готовы. Хрустящая панировка и сочный мягкий баклажан с соусом – это настоящее объедение. Каждый стейк буквально тает во рту, и рука так и тянется за следующим кусочком. А был ли смысл покупать сырную панировку, смотрите в конце видео, где мы вместе с вами попробуем эти стейки. Ну что, баклажановые стейки готовы, или стейки из баклажан. Давайте попробуем вместе. Так, соус обязательно. Как пробуешь? Стейки, я еще не пробовала. Это что такое вообще? Это что вообще? Это веганские стейки. Ничего не понял. Давай сначала сырный попробуй. Ну, я сыр и так себе. Попробуй. Ну, хорошо, попробую. Пахнет довольно-таки вкусно. Это просто как мясо? Да. Это просто обычный наггетс как будто. Ну, я же говорила тебе. А теперь вот просто в обычной панировке, это в сухарях, панировочных сухарях. Вот так макай. Вот так. Да, вот так вот. Мне больше нравится. Вот этот? Угу. Без сырной панировки. Да. Ну, ты вообще не хотел пробовать баклажаны. Кричал, я не буду пробовать, я не буду. И первый прибежал. Твердая десятка. Твердая десятка. Так, ну что, давайте пробовать. Стейки. Одно название уже аппетитное. Так, соус это обязательно. Чесночный самый-самый. Очень неожиданный вкус. Ну и? Прям очень интересный вкус. А что-то вот так. Ломаю кусок. Я амамам, потому что мне вкусно. Ну, скажи. Хотя я вообще ненавижу баклажаны. Ты не умеешь их готовить. Ну что, стейки попробовала.
пробовала впервые, очень сомневалась. Рецепт этот видела уже давно, но никак не решилась его повторить. Ну, были сомнения все-таки. Но сейчас я поняла, что его проваривают именно для сочности и того, чтобы его не нужно было жарить долго на сковороде, прожаривать, выжаривать, чтобы он не хрустел. Получаются мега мягкие, мега сочные. Специально снимается вся оболочка, кожура, кожица, называйте как вам удобно, для того, чтобы они были максимально мягкими, вот прям таяли во рту. Кляр хрустящий, приятный, вкусный. Сырная панировка, вот эту, которую я использовала, в принципе, она неплохая. Она дает такой сырный вкус, хрустящую корочку, но мне она очень сильно отдает вот этим сырным искусственным вкусом. Сыра там вообще нет, это просто мука пшеничная с ароматизаторами. Я не советую добавлять. А вот стандартный кляр, яйцо и панировка, панировочные сухари, мука, копченая паприка, ну шикарно. Шикарно, особенно паприка, это прям обязательно. Этот кляр удерживает сочность баклажана и дает вот эту хрустящесть. Еще можете нарезать и потолще, все прожарится, ну они очень мягкие и сочные. Универсальный рецепт, я никогда не думала, что вот баклажаны могут быть настолько вкусными. Конечно же, минус этого рецепта, что все жарится в масле, панировка, но в любом случае вы курицу жарите, тот же шницель, грудка, наггетсы, все это точно так же обжаривается. А здесь еще и плюс нету мяса. Веганские стейки, вкусные, сочные, обалденные, с соусом, настоящее объедение. Мне очень понравилось, я не ожидала, до последнего оттягивала момент приготовления этих баклажан, но сумка, отправленная с села, меня просто убедила их все-таки приготовить. Я не пожалела, это супер вкусно, теперь даже ребенок будет их есть. Так что советую, обязательно попробуйте приготовить, это очень-очень вкусно, очень питательно. Всем огромное спасибо, что досмотрели меня до конца, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока! Пока! Вот твоя вода. Спасибо. И всегда несите с собой воду, если у вас есть такие вкусные кабачковые, можно сказать, наггетсы. Это не кабачок. Ой, баклажановые наггетсы. Это не наггетсы. Это наггетсы. Это стейки. Ну, сравните, у меня тут наггетсы лежат, а тут сравните, что тут уравнять. Вот, смотрите, наггетс и вот этот вот кабачок. Это не кабачок. И Намокать. и вот, смотри, макаем и пробуем. Такое же самое. Он тебе лишь бы поесть. Не, ну такое же самое, даже это вкуснее. Я вот даже, вот тоже меня мысль такая, это вкуснее, да? Насколько вот прикольный такой вкус.